Добрый день! Сегодня мы рассмотрим основные сведения об электричестве. Каждый из нас знает, что радиоприемники, телевизоры, компьютеры, оргтехника, плееры и прочие радиоэлектронные устройства работают на электрическом токе. Но в то же время, как в обычных машинах есть движущиеся части и все явления наглядны, в радиоэлектронике все как будто мертво и неподвижно. В действительности этот покой обманчив, потому что каждый проводок и каждая деталь густо населены невидимыми глазу электронами, совершающими невообразимо сложные движения. Электрический ток возникает в микрофонах, протекает через антенну, образует радиоволны, усиливается транзисторами, раскачивает громкоговорители, рисует изображения на экранах телевизоров и мониторов и так далее и тому подобное. Что же такое электрический ток? Электрический ток – это упорядоченное передвижение в проводниках элементарных частиц, электронов, несущих на себе мельчайшие заряды отрицательного электричества. Различают постоянный, переменный и пульсирующий ток. Постоянным называется ток, протекающий в электрической цепи все время в одном направлении и не меняющий своего значения. Мы видим на этом рисунке график зависимости величины тока от времени. По горизонтальной оси величина времени, а по вертикальной величина тока. И мы видим, что в любой промежуток времени величина тока одна и та же, то есть постоянно. Пульсирующим называется ток, который течет в электрической цепи в одном и том же направлении, но его значение периодически изменяется. На рисунке показаны графики различных пульсирующих токов. На рисунках А и Б изменение токов происходит по синусоидальной кривой, но эти токи не следует считать синусоидальными переменными токами, поскольку направление, то есть знак тока, не изменяется. На рисунке В представлен ток, состоящий из отдельных импульсов, то есть кратковременных как бы толчков тока, разделенных друг от друга паузами большей или меньшей длительности, и его называют импульсным током. Различные импульсные токи отличаются друг от друга формой, длительностью импульсов, а также частотой их следования. Переменным называется ток, который изменяет свое значение и направление определенное число раз в секунду. Мы видим на графике, что в первую половину времени, называемую полупериодом, величина тока положительная. Во вторую половину времени, то есть второй полупериод, величина тока отрицательная. То есть мы видим, что за весь промежуток времени, называемый периодом, меняется не только величина тока, но и его направление. Но чтобы в проводнике, например, в отрезке медной проволоки или в нити накала электрической лампы, возник постоянный ток, на одном его конце должен быть создан избыток электронов, то есть отрицательный электрический заряд, а на другом недостаток электронов, то есть положительный электрический заряд. Для существования электрического тока, как мы видим, необходимы следующие условия: наличие свободных электрических зарядов в проводниках и наличие внешнего электрического поля для проводника, то, что мы видим на рисунке. В этом случае в проводнике появляется электрическое поле, под действием которого электроны с того конца проводника, где их избыток, устремляются к концу проводника, где их недостаток. Ток в проводнике будет существовать до тех пор, пока на его концах поддерживается разность электрических зарядов, или, что то же самое, разность потенциалов, то есть напряжение. Если напряжение переменное,
то и ток в проводнике переменный. В технике за направление тока принимают направление, обратное действительному движению электронов в электрической цепи, то есть от плюса источника тока через внешнюю нагрузку к минусу источника тока. Источником постоянного напряжения, создающего в проводнике постоянный ток, может быть обыкновенный гальванический элемент или батарея гальванических элементов, аккумуляторы. Есть также генераторы постоянного тока. Источником переменного напряжения для нас является электросветительная сеть, а вырабатывают это напряжение генераторы переменного тока, находящиеся на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях.